Всем привет! Сегодня я расскажу, как я подбираю выкройку. Я связала определенное количество элементов и хочу уже начать собирать свое изделие. Я считаю, что лучше не строить самой, а купить готовую хорошую выкройку у проверенных специалистов. Так как я много шью и имею большой опыт, у меня сложилось свое мнение о специалистах, продающих выкройки. Например, журнал Бурда делает достаточно хорошие выкройки. Я купила модель 117 из журнала номер 12 2012 года. Журнал Бурда – это немецкий журнал, очень популярный. Сегодня он выпускается на 17 языках и распространяется более чем в 100 странах. Я думаю, вы без труда найдете его и ту модель, которая вам понравится. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали при печати выкройки. Когда я начинала шить, я допускала некоторые ошибки. Сейчас расскажу, как их не допускать. Первым делом после покупки выкройки найдите или распечатайте только этот лист. Этот лист сборки деталей выкройки. Далее нужно найти вот этот квадрат. Распечатайте только этот лист с изображением данного квадрата. Не печатайте все листы сразу, вы можете их испортить. Сейчас я на примере покажу. Здесь изображен контрольный квадрат со стороной 10 см. Первый раз я распечатала лист с настройками печати по умолчанию. И у меня вот что получилось. Сейчас я измерю квадрат. Вот видите, здесь 11 сантиметров. А это значит, что вся выкройка получится большего размера, чем должна быть. Меняйте настройки печати и добивайтесь, чтобы квадрат был 10 сантиметров. И после этого можно печатать с данными настройками все листы. На выкройке много линий, обозначающих размер будущего изделия. Это европейский размер. Соответствие размера и линии можно найти на листе с инструкцией, как шить данную модель. Необходимо склеить детали, а затем вырезать по своей линии, соответствующей вашему размеру. Как соединить? Здесь все просто. Я соединяю при помощи клея карандаша. У одного листа я отрезаю край, приклеиваю, сопоставляя цифры треугольники. Верхние и нижние границы. Поначалу я склеивала весь большой лист, но это не обязательно. Сейчас я ищу части выкройки, которые надо склеить. Некоторые детали вообще склеивать не нужно. Далее можно будет раскладывать элементы на выкройку. Еще я хочу поделиться своим приобретением. Это коврик для спорта, толщина 26 мм. Я долго думала, купить 50 на 50 сантиметров или 100 на 100 сантиметров. В итоге я купила 100 на 100 и разделила его пополам.
разрезала при помощи канцелярского ножа. И еще одну сторону тоже пополам. Теперь у меня две части 50 на 50 и одна часть 50 на 100. Их можно соединять между собой. Например, можно удлинить и сделать 150 на 50. Толщина 26 мм позволяет глубоко втыкать булавки. Еще были коврики 13 мм, но это недостаточно высокий коврик. Кроме того, такой коврик всегда пригодится дома в быту. Ну вот я рассказала основные моменты, как я буду продолжать работу с элементами ирландского кружева. Если видео было полезным для вас, поставьте лайк и подпишитесь. Желаю вам ровных петель и отличного настроения.